Следующая наша остановка в Коста-Рике. Наш отель я выбрала рядом с пляжем Херадура. Вот так он выглядит. Небольшая такая бухта, протяженный довольно-таки пляж хороший. Есть место, где растут деревья, вы можете сидеть под тенью, не на жаре загорать, так скажем. Ну и, конечно же, вода, парное молоко. Ради океана в Коста-Рику следует ехать, купаться. Ну, кто любит загорать, загорать и наслаждаться морепродуктами. Песочек такой чистый. На этом пляже никаких таких животных типа обезьян я не обнаружила. Также было немного людей, ну, так скажем, протяженность пляжей в Коста-Рике огромная, поэтому всем хватает места. И кто постоянно посещает Коста-Рику, они выбирают для себя пляжи, может быть, где-то больше волн, кто любит серф, кто любит просто поплавать, они наоборот ищут такие совсем маленькие бухточки, там можно без волн поплавать. Ну вот территория нашего вот этого отеля, который находился недалеко от этого пляжа. Ну как недалеко, минут 5, наверное, ходьбы. Одноэтажный такой отельчик. Наша комната находилась в самом-самом конце. От ресепшена последняя была комната. И вот мы проходим с правой стороны, там ресторан, в котором мы завтракали. У нас завтрак был включен. Ужинали мы в других ресторанах. И вот такая комнатка у нас. Довольно просторная, хорошая комната, кровать хорошая. Размер, по-моему, даже был king size. Квадратная такая кровать огромная. Небольшая кухня. Часто ставят такие кофемашины, в которых вот неплохой кофе получается, итальянские, так скажем, эспрессо-машины. Они простенькие, капсульные машины. Капсулу поставил и захотел, заварил себе кофе. Поехали мы сначала в национальный парк Каррара. И сразу же на парковке нас встретила игуана. Парк этот знаменит тем, что в нем живет самая большая популяция красных ара. Это символ парка Каррара. Вот здесь у них даже есть статуя этого попугая красный ара. Вообще они его называют Скарлетт Макао. И вот так выглядит парк. Мы идем по одной из троп и встретили там обезьян-капуцинов. Маленькая семейка была, по-моему, 3 было капуцинчика. Бегали они там, прыгали по веткам, но деревья, поскольку очень высокие, разглядеть их там было сложновато. Я на максимум увеличивала мою камеру. Ну и, конечно же, муравьи-листорезы встретились. Их не заметить очень сложно. Главное на них не наступить. Трудяги. Кто не знает, они вот эти листики режут, чтобы кормить грибы, за счет чего вот это их питание, грибы, грибница. Встретили мы дикую индейку, дерево кешью,
огромная, я даже не знаю, метров 50. Там были настолько высокие деревья, увитые все лианами. Мхов уже было не так много, как в парке Монте-Верде, потому что тот парк находится в горах, и там больше дождей, там сыро очень. Этот парк не такой влажный, но вот эта речка, которая протекает через парк, это самая грязная река. По-моему, не только в Коста-Рике. Грязнейшая река. Но запаха никакого не было, это я просто уже прочитала в Википедии, что по этому национальному парку протекает самая грязная река. Хотя в Коста-Рике вода из-под крана настолько чистая, вы можете ее пить. Косули везде живут, и там тоже мы встретили косулю. Вот один из наших ужинов. Мы захотели поесть морепродуктов, и поэтому выбрали такой ресторан, в котором действительно их готовят. Я хотела попробовать там лобстеров, но получился небольшой казус в этом ресторане, когда мы разговаривали с официанткой. Мы так поняли, что мы сделали заказ. И сидим, ждем, 40 минут проходит, ничего нам не приносят, мы так удивились, подзываем официантку, она говорит, а вы же не сделали заказ. В общем, она не поняла, что мы сделали заказ. Но мы еще раз тогда сделали заказ, и уже через 10 минут нам принесли, на этот раз мы уже заказали просто рыбу, по-моему, называлась махи-махи. Это тоже рыбка местного улова. Такой приятный очень парк и приятный очень был ресторан. А прелесть ресторана заключалась в том, что он, во-первых, на берегу моря, такой красивый, какие-то цапли там на деревьях белые сидели, укладывались на ночлег, поскольку это был уже вечер. И очень хорошо там работали вентиляторы, поэтому внутри ресторана сидеть было очень приятно, потому что чем ближе к берегу океана вы подходите, вот если вы повыше в горах, там полегче дышится. Чем ближе вот к пляжам, к океану, воздух становится плотный, такой тяжелый, душно, жарко и очень тяжело дышать. И хочется все время находиться под кондиционером. Может быть, знаете, это я так ощущаю. Может быть, другие люди по-другому ощущают. Мне было тяжеловато. А так, в общем, вот вы видите, какой красивый песчаный пляж. И, надо сказать, не так много людей было. Стало вечереть. И вот так выглядел наш ужин. Овощи, рыбка. Коты там ходили. 2 кота. Выпрашивали еду. Видимо, их там хорошенько подкармливают. Итак, следующая остановка Мануэль-Антонио. И по пути к пляжу, не к пляжу, а к городку Мануэль-Антонио мы проезжали плантации пальм. В Коста-Рике выращивают пальмы, из семян которых делают пальмовое масло. И его используют не только в пищу, не только в косметику, но и как биотопливо. Кстати, я заинтересовалась, знаете, о пользе и вреде пальмового масла, зашла в Википедию, и там написано, что оно не вреднее, чем сливочное масло. Можете сами проверить. И масло это пользуется огромной популярностью, потому что в производстве это самое дешевое масло. Причем когда оно в жидком виде, оно очень богато витамином А. Специально показываю вам дорогу, которая ведет
в городок Мануэль-Антонио. Мы решили доехать до конца, куда это ведет дорога, а ведет она в национальный парк Мануэль-Антонио. И вот мы как раз подъезжаем к национальному парку. Рядышком будет пляж с правой стороны. И вот именно на этом пляже уже там надо прятать вещи, потому что обезьянки там, особенно капуцины, беличьи обезьяны, прыгают, бегают и могут стащить ваши вещи. Также подлетают крупные зеленые попугаи, ну и другие птицы. Вот такой пляж. Довольно популярный, надо сказать. Много людей, вот птицы летают, вы видите, и туканы там летают, и попугаи всевозможные. Цветов много, значит, это будут колибри. Ну и так, идти на этот пляж, надо понимать, что и воришек на этом пляже может быть много. Подъезжаем, довольно узкая была дорога. А это просто сувенирная, так скажем, продукция в одном из ресторанов. Мануэль же Антонио Тентасион назывался. Мы зашли пообедать. Я наконец-то взяла себе лобстера. Лобстер был небольшой, и он шел вместе с рыбой. Махи-махи. Ну, мне нравится махи-махи, там можно и другую. Там вы заказываете рыба дня. Вот какую выловили, какую купили рыбу, такая рыба у вас и будет. У Питера был суп. Здесь снова вот этот красный ара или скарлет макао. Они сидят на деревьях. За ними наблюдать, конечно, одно удовольствие. Видите, и обезьянка рыженькая такая пришла. И вот эта обезьяна называется беличья. Она маленькая такая. Они, наверное, самые такие, одни из маленьких обезьянок. Вот они летают, попугаи. И вот такой у нас был вид из нашего окна. Я наблюдала и делала все съемки. Вот вы видите, там попугай сидит на дереве. У него такой длинный красивый хвост. И вот это вид из нашего окна. Вот там Мануэль-Антонио находится на горе. И до ближайшего пляжа нужно идти 2 километра по такой довольно извилистой дороге. Идти очень легко, не трудно. Мы ходили на пляж, купались там. Но я с собой не стала брать телефон. Побоялась, чтобы мне его там не вытащили, пока мы купаемся. И вот по дороге, там как раз, когда вы спускаетесь, там самые лучшие отели находятся. Большие такие хорошие отели. И вот из нашего же номера я снимаю попугая. И попугай этот сидит на дереве, как я выяснила, это дикий миндаль. Они настолько красивые, летают они очень высоко, живут они, ну так скажем, у них такие нежные отношения друг с дружкой. Они все время там целуются, перышки перебирают друг другу. И немножко вам показываю территорию нашего отеля. Там был бассейн. Вот в этом ресторанчике нижнем у нас был завтрак. Верхний ресторан — это если вы хотите поужинать. Мы там тоже ужинали. Очень высокие красивые деревья. И вокруг было... Нам очень повезло. С первого же дня, это вот в первый день я снимаю, в первый вечер. Капуцины, беличьи обезьяны и красные ара развлекали нас. Они прекрасные прыгуны. Видите, как с одной ветки на другую.
Тоже они едят пальмы, это масличные вот эти пальмы. По-моему, называется африканская пальма, из которой делают пальмовое масло. Да, и вот плоды там висят, они созрели, и обезьяны едят эти плоды. Семья обезьян там была довольно большая, наверное, стая была около 30 обезьянок. Но они такие смешные. Прыгают, кувыркаются. Если им жарко, они устали, они так смешно лежат на ветках. Но вечером уже не так для них жарко, как днем, они более активные. Днем, конечно, жара. Даже костариканцы такие все расслабленные. И вот меня поразило количество вот этих кабелей, которые натянуты. Но это оптоволоконные кабели для интернета. Они там, по ним ток не идет, поэтому они безопасные. И вот они переходят дорогу. Это у них такой мост. Там же попугай сидит сверху. И транспортная дорога обезьянья. У некоторых обезьянок вот такие длинные хвосты, а у некоторых хвостики уже короткие. Видимо, они их или повредили, или что-то с ними случилось, с этими хвостиками. С короткими были хвостиками. Вот, например, как этот малыш. Видите? Не знаю, что с ним случилось. Где-то он свой великолепный хвостик потерял. Two or three of them. Тоже на территории отеля. В лесу я увидела, но он быстро очень убежал. Это агути, такой грызун небольшого роста. Но зато на территории отеля мне даже удалось его снять. Ох, какие у него кокошки. Заметили вы или нет? Ревут только самцы, самочки не ревут. На следующее утро мы пошли в парк Мануэль Антонио. Там такие прекрасные тропы. Так классно там ходить. Мы ходили около 3 часов, может быть, даже больше. Приехали прямо к открытию. И меня поразили, вот я вам показываю, там мангровые заросли. Ревуны до сих пор песни поют, хотя уже 8 утра. Начали они в 5. Здесь я хочу вам показать непроходимые мангровые заросли.
И мы идем по очень классной дорожке. Такой, мостки такие на высоте, ну, я не знаю, 1,5 метра или 2 метра. А вокруг вот эти вот мангровые заросли. Бахия 10. 10-я станция. Хорошо так сделаны дорожки. Приятно по ним ходить. Солнце очень яркое. 8 утра и по температуре, ну, уже градусов 26-27. И поднимается до 30 днем будет. Но дышать тяжело будет очень днем, потому что нет даже ветерка никакого. Вы видите, ничего не колышется. Влажно и очень душно. Хочется прямо под кондиционер. Уже почти подошли мы к берегу, ну, к пляжу. Но я вот здесь остановилась. Потрясающе. Деревья, и от них вот корни такие растут. И таким образом непроходимость реальная создается. Страшновато, потому что под этими корнями там, вы понимаете, реальная жизнь. И крокодильчики могут ползать, и кто угодно. Но вообще, конечно, впечатляет. Впечатляет красота. Ой, красота! Такой пляж красивый. Просто хочу показать, где мы находимся. Мы вот здесь зашли. И мы прошли вот сюда. И сейчас мы находимся вот здесь. Пляжи там великолепные. Вот один из пляжей. Люди даже покупали просто билеты в национальный парк. Стоит он, по-моему, $18. Только чтобы пойти на этот пляж. Скамеечка. Потрясающий вид. Ой, здесь, конечно, купаться просто супер. Кто-то, кстати говоря, и купается. Более спокойная вода. Так, сейчас выйдем туда на берег. Ух, что-то тут. Это плоды. Фикус. На фикусе плоды. Такой вот пляжик. Держу криво и косо. В камеру надо смотреть, учиться. Приятный пляж, да. Много людей купается. Видимо, сюда специально приходят. Птицы поют. Ну, пока видели только туканов. И видели не так много вот эти ревунов. Других пока не видели. Очень красивую большую голубую бабочку тоже видели. Она быстро улетела, поэтому я не успела ее снять. Здесь тихо, спокойно. Я выпила кофе горячий, капучино. Стала чувствовать себя гораздо легче. Не так стало жарко. Такая тропа приятная. По ней очень легко идти. Тенек, и мы проходим рядом с пляжем. Шумит вода. Изумрудная вода. Красота. Здесь перекрыта тропочка. А здесь прекрасный вид и спуск к пляжу. Скамеечки стоят, и там же, по-моему, есть душевые. Вот так выглядит лес и фикус. На дереве фикуса я обнаружила какие-то плоды. Очень интересно. Никогда не видела раньше таких плодов.
изумрудная такая чистая, теплая вода. Мы плавали, вот примерно такой же был пляж небольшой. Мы спустились от нашего отеля вот по дороге, там 2 километра идет. И с нами рядом, мы плавали около часа, и с нами рядом плавала манта. Небольшая манта. Я сначала поразилась, думаю, как странно, выпрыгивают рыбы из воды. То в одном месте выпрыгнут, то в другом. И потом мужчина мне говорит: а вот смотрите, тут манта плавает. А вода прозрачная, и я увидела действительно манта. Очень классно мы тогда поплавали. И вот одна из самых верхних точек парка открывается вот такой прекрасный вид. Площадка колибри только что пролетела. Здесь можно посидеть, отдохнуть. Бабочки летают. Ой, очень красивый вид, но мы находимся на горе. Еле забралась на эту гору. Кошмар какой-то. Дышать не могу, потому что очень душно. А подниматься довольно высоко, 100 метров. Но по ступеням это хорошо. Вид потрясающий. С хорошей камерой можно увидеть китов. Я вот вижу пеликанов, черные такие, как стервятники. Птицы летают. Руки трясутся до сих пор. Даже не заметила сразу эту красотку. Игуана. Да, в этом отеле больше животных, чем в парке. Всех мы здесь уже видели. Вот, включая хвост, где-то сантиметров 60. Не очень крупная. Милашка такая. Так, ребятушки, выходим из нашего номера. Смотрю, думаю, кто ж там такой сидит на солнце, греется. Еще одна игуанка. Наш отель очень хорошо расположен. Мы находимся на 2-м этаже. И у нас прямо вот крайняя идет комната в конце коридора. Видите, такой забор, и за забором это уже лес. Природа. И вот я наблюдаю обезьянок. Вот у них тут транспортная система по проводам. Капуцин. Жарко. Лежит, вот просто отдыхает. Не пойму, он там один или еще кто-то там с ним. Один. Красавец. Much smaller. Yes, this is not a howl. This looks like a little spider monkey. This other guy looks big. They are spiders Yeah, but family, this but it's capuchin. See the colors. Colors. Oh yeah, he's the same. Yeah, smaller. Так, ну ладно, мы идем вниз.
Мы идем вниз. Идем вниз и наблюдаем за обезьянами. Так. Еще. Днем, конечно, жарко. Они просто расслаблены, как все костариканцы. Ага, и сифим. Вверх-вниз, вверх-вниз. Мы просто вот идем вниз в ресторан. Мы на 2-м этаже. Ухоженная такая территория, красивая. Лес, конечно, не так выглядит. Ухоженно и красиво. Здесь посажены красивые пальмы, растения цветущие. Листва такая, видите, яркая. Лес так не выглядит. Еще немножко наш отель покажу. Там находится ресторан. Туда мы собираемся идти. Смотрите, какая лиана красивая на дерево. Дерево красивое. Рядом лиана. И вот за этой лианой там 2 тукана сидят. Джунгли, джунгли, джунгли. Статуя такая. Вот мы вниз спустились. Упс. Надеюсь, что прилетят ары и туканы. Идем в ресторан. Внизу там у нас бассейн. Вот такая табличка висела: «Остерегайтесь обезьян». Это вот наш ресторан. Вечером мы пошли поужинать и наблюдали картину, как мы были как в цирке. Обезьянки, вот эти вот и беличьи обезьяны немножко подальше, а ближе это были капуцины. Кувыркались и кувыркались. Я рыбку себе взяла на ужин с овощами. А дальше мы наблюдали обезьян. И вокруг отеля вот всех этих животных, и туканов, и красных ара, и ящериц всевозможных, и агути я встретила. Кого еще? Игуана была. 3 вида обезьян. И все это вот рядышком на территории, так скажем, нашего отеля. А когда мы пошли на пляж, то к нам подлетели зеленые большие крупные попугаи. Но у нас с собой не было никакой еды порадовать их. Они посидели, посмотрели на нас довольно близко. Ну, пальмы там были не такие высокие. Они присели на эти пальмы 2 метра, наверное, я не знаю, 3, может, пальма была. И посидели на нас, посмотрели. И мы пошли дальше, и они улетели. А они прям вот к людям подлетают сами. Очень даже интересно. И вот видите, какая здесь обезьяна находчивая. Это уже прямо над головами посетителей ресторана. Опасность заключается в том, что они могут покакать на вас и пописать. Но нам повезло, с нами этого не случилось. Беличьи обезьяны, они там были самыми маленькими, потом покрупнее были капуцины, но чуть-чуть они побольше, а ревуны, они чуть-чуть больше капуцинов. И они не такие юркие, как капуцины. Ревуны, они такие какие-то более, кажутся массивными, такими, не такими активными, что ли. Так смешно было, пока мы шли на пляж. Ну, идем спокойно, а поскольку идем, и вот эти провода оптоволоконные над нашей головой, вдруг раздается рев, такой у-у-у. Я поднимаю голову, и в 2 метрах надо мной, в моем же направлении, идет ревун, мальчик. Идет и обозначает своим ревом, что вот он идет, дает знать остальным обезьянам, что идет он.
предупреждает, так скажем. Так было интересно за ним наблюдать. И вот мы пока спускались, он какое-то время до деревьев шел по этим проводам над моей головой. Интересно было. И здесь вот я смотрю, семья это капуцинов, она все увеличивается и увеличивается. Они как будто представление перед нами разыгрывают, чтобы люди кидали им какие-нибудь снеки или, я даже не знаю, там картофель фри или что они там едят. Но они такие смешные. Вот колбасятся просто все вместе. Им весело. Хотя, кстати говоря, я смогла пробыть вот так выглядела картина. Вот это, кстати говоря, 2 пары американцев там стояло. Мы с ними познакомились, они тоже путешествуют. Вот как раз слева. Вот одна пара, вот вторая пара. Но я смогла там только час вот поужинать и находиться час. И я уже себя почувствовала не очень хорошо. Я пошла в свой номер под кондиционер. Для меня там все-таки было настолько душно. Может быть, потому что мы живем в довольно сухом климате, в горах, у нас разреженный такой воздух. Кстати говоря, под конец нашей поездки, а мы там находились 2 недели, вот только под конец нашей поездки я чуть-чуть адаптировалась к этой жаре и духоте, я стала немножко легче себя чувствовать. В самом начале я прям задыхалась. Иду в комнату. А тут, видите, пришел уже ревун. Вот они утром сюда приходят и вечером. Какой-то рыжий, даже не черный. Но он на самом деле небольшой. Размер у него маленький. Если это не капуцин вообще. Если это вообще не капуцин. Ест, видимо, это дерево, на нем орехи или какие-то ягоды. Хвостом зацепился, но морда как у ревуна. Да, это ревун. Ну, тоже 50 сантиметров размер у него тела. Да, не очень крупный. И хвост такой, может, метровый. Он полезет сейчас. На камеру кажется, что очень большой, но на самом деле нет. Объедает орешки. Миндаль, по-моему, это дикий миндаль. Лаха прям не хочется уходить. Вот в 5 метрах от меня. Рыженький. Или красавица, не знаю. Они здесь и черные есть. Утром я снимала черных, а это вот рыжий обезьян. Чтобы было понятно, он размером с кошку, не крупнее. За веточками. Немножко вам покажу окрестности. Стоим в пробке. Как я вам говорила, одна полоса в одну сторону, одна полоса в другую сторону. Если где-то только кто-то, какая-то авария или что, все, пробка на несколько километров. А еще обратите внимание, очень часто над заборами натянута колючая проволока. Вот это меня, конечно, поразило. Хотя Коста-Рика, вот как здесь, Коста-Рика считается довольно безопасной страной, но видите, как местные. Доверяй, но лучше добавить дополнительную защиту от воровства.
И вот это вот, так скажем, как ее назвать, колючая проволока, она везде была, и в Сан-Хосе, в столице, на всех там заборах почти она была. Вы едете, как будто на территории зоны. Такое не очень приятное впечатление, но надо понимать, что Коста-Рика все-таки является страной третьего мира. Там есть очень богатые дома, но они не по центральным улицам, естественно, расположены. К дорогам ближе в основном бедные дома стоят, поэтому вот так они выглядят. Я специально вам показываю. Красивые такие, как их назвать, коттеджи или дома такие очень респектабельные. Они стоят на побережье, они такие большие, ухоженные, красивые. Там много таких домов, потому что очень многие богатые люди хотят жить в хорошем климате. Мануэль-Антонио – это городок, который располагается на горах. Поэтому вот так мы там и ездили. Кричит тукан. И кричит вот он целый день. Такой пронзительный, противный звук. Сегодня понедельник, тишина и спокойствие в отеле. Даже обезьян не видно и не слышно. Я спустилась на самую нижнюю площадку. О, коте! Жирный кот. Ну вот примерно такого же обезьяны-ревуны, такого же размера. Пальма интересная. У нее листики как будто оторваны. На самом деле никто их не обрывал. Такая огромная пальмища. Иду гуляю по отелю, и мне нужно вот на эту лестницу свернуть. А тут, ребятушки, смотрите. А я думаю, где же вся живность? Сегодня что-то тишина, никого не видно, не слышно. Каны только кричат. Вот он, сладкий. Притаился. Как ты выглядишь? Ну-ка мы тебя разглядим. Какой красивый. Жарко ему тоже. Ну, еще немножко окрестности. На каких машинах люди ездят. Вот здесь цветник был очень красивый, я сняла. Яркие такие красивые цветочки. Вот она дорога. Ну, так скажем, главная дорога, по которой в основном все и перемещаются. И мы поехали, когда уже выехали из Мануэль-Антонио, направились мы в Сан-Хосе. Это был наш последний день. Мы остановились еще на одном пляже. Этот пляж был очень длинный, большая протяженность, открытый такой пляж, красивый, песок очень-очень горячий. И очень здорово, что там, я уже показала вам, деревья растут, и в тенечке можно лежать. Вот я подхожу к берегу океана, здесь уже волны побольше. Вот серферам нравятся тихоокеанские вот эти волны и пляжи, потому что они очень-очень длинные. Для серфа там просто великолепное место. И вода, главное, что теплая. Если вы когда-нибудь были, ну, я не знаю, в Калифорнии, то здесь у нас Тихий океан, он довольно холодный. Надо обязательно гидрокостюм надевать. В Коста-Рике там вода очень теплая. Прекрасный такой пляж, но он уже такой дикий. И напоследок также мы по пути заехали на Крокодиловый мост, знаменитый Крокодиловый мост. Крокодилов, сразу вам скажу, прикармливают, поэтому они лежат именно под этим мостом. Вообще, в Коста-Рике, когда вы идете в парке, в национальном парке, почему очень важно ходить именно по этим тропкам?
Где-нибудь вы можете наткнуться, если сами куда-то там свернете, можете на крокодила как раз наткнуться, потому что там это тропики, и крокодилы там водятся. И вот такая река. Я насчитала около 20 крокодилов под этим мостом. В основном они лежали так неподвижно, и муж мне говорит: не урони телефон, иначе будет прощай, телефон. И вот один крокодил плывет куда-то, меняет локацию. И все, вернулись мы в Сан-Хосе. На следующий день у нас был самолет обратно в Лос-Анджелес. И тоже немножко напоследок вам показываю. Меня поразили вот эти кабели. Кабели, везде вот такие кабели, вот такая картина. И немножко вам напоследок вот улицы Сан-Хосе, столица Коста-Рики.